Всем привет, это Алекс, и я вам коротко изложу, о чем будет это видео, чтобы вы не тратили свое время и заранее могли понять, интересно вам будет или нет. Во-первых, я поделюсь своим мнением, своими взглядом на то, что за контент здесь будет в будущем, о формате видео. Также я расскажу о том, как прошла наша неделя, что было интересного, потому что, например, у Лени была неделя, это первая неделя каникул, соответственно, мне его нужно было как-то занять, и я вам покажу, что интересного я придумал в связи с этим. Также я расскажу, я решил начать худеть, и все, что с этим связано, это тоже будет небольшая часть этого видео. Как мы ходили в парк, как я ходил гулять, как запускал дрона, и как Леня, какие пасхальные подарки он нашел. Сделаем небольшую распаковочку пасхальных подарков. И, в принципе, все. Надеюсь, вам будет интересно. Поехали. Сегодня я хотел бы поговорить о том вообще, о чем я буду снимать. То есть просто рассказать вам, что вы конкретно увидите в этом и, я думаю, что в последующих видео. Несколько видео я сделал о том месте, в которое я живу, Германии, какое-то наше путешествие. Но последнюю неделю, даже чуть больше, я много думал о будущем канала и как бы я хотел все организовать. И решил, что большие длинные видео, они будут про нашу жизнь, про мою, как я живу с Леней, наша повседневщина. О чем, честно, хочу сказать и предупредить вас, моих зрителей. Кому-то это, наверное, не интересно, и это абсолютно нормально. Ну, а тех, кому это интересно, добро пожаловать. Всякие полезные штуки, всякую полезную информацию о месте, где я живу, каких-то вещах я постараюсь сделать в рилсы, в короткие видео, чтобы не тратить ваше время на всякую воду. Ну, а кому интересно, как мы живем с Леней, что мы делаем, еще раз добро пожаловать, и давайте я буду вам рассказывать. Хотел вам показать, за что я люблю это место. Это вот за такое утро. Птички поют. И такой вот вид с балкона. Конечно, здесь очень иногда красивые закаты. Бывают очень красочные. И также рассветы. Но сегодня мы встали попозже, потому что Леня на каникулах. Вот. Так что как-то будем справляться вместе. Ну, а у меня, как обычно, сейчас начнется работа. Сегодня у нас довольно прохладно. Утро началось с одной стороны с прекрасного солнышка, а с другой стороны температура 4 градуса. И вот так оно всегда, честно говоря, в Германии. Температура то 15, вот пару дней назад было 15-16, сейчас вот и с утра сколько там было, 7-8, сейчас вот 4. Довольно прохладно, если честно, я так подзамерз, что одел свою вот безрукавку теплую. А лично у меня утро начинается всегда с кофе. Да, утро и кофе это прям ритуал. Ну что, какой у нас сегодня день? Сегодня будет понедельник. Обычно я сначала отправляю Леню в школу, но поскольку он у нас сидит на каникулах, вот он сидит сейчас и смотрит мультики. Я же сейчас сяду за работу. Обычно я работаю по интервалами, да, 2-3 часа, потом делаю какие-то домашние дела, потому что надо убраться, у меня тут бардак жуткий. Вот, даже как-то стыдно вам его показывать. Но что имеем, то имеем. Вот. Немножко убраться, надо сходить на почту, отправить документы и посмотреть, что у нас есть по подаче документов на гражданство, потому что я хочу податься на немецкое гражданство. Сегодня, кстати, знаменательный день, потому что сегодня ровно 7 лет, как я приехал в Германию. Мне сегодня Facebook выдал, ну, знаете, вот эти памятные фото, и вот где я гуляю
по Германии. Даже удивительно. Так что да, сегодня 7 лет, как я приехал в Германию. Прикольно. Вечером, ночью было довольно прохладно, и что-то Леня раскашлялся. Я ему пошел делать какао, и тут вспомнил, что хочу вам показать. Вот такое какао. Это Швейцария. Вот такая фирма, не знаю, честно говоря, раньше такую не видел. Вот. Но оказалось очень крутое, хорошо заваривается, вкусно пахнет. И вообще какао вкусно. Так что сейчас будем готовить какао. Я какао обычно разогреваю в микроволновке. Напишите в комментариях, как вы это делаете. Потому что я пробовал варить в кастрюльке. Это, во-первых, очень долго. Во-вторых, кастрюлька потом грязная. Вот. И, ну, короче, очень неудобно. Прелесть этого какао в том, что оно очень хорошо растворяется. Кстати, Кстати. вот это то, что он сейчас играет, это игра современная. Она все еще довольно популярна. Называется Rock of Ages 3. Making Break. Это третья часть одной игры, довольно длинная. У Лени наступили очередные каникулы, и в связи с этим я долго думал, чем его занять, потому что, ну, я-то буду работать, и работаю я дома, поэтому вспомнил, как много-много лет назад я слышал и читал, как одна женщина для своих детей придумала, как облечь ежедневные обязанности какие-то в игровую форму. В общем, я творчески переработал эту идею и решил сделать в духе гильдии авантюристов. Вот, у нас есть доска, на которой я обычно пишу маркерами, когда там что-то Лене объясняю, или мы с ним математику задания делаем и так далее, и так далее. В общем, я решил напечатать листки, сделать, ввести вот так внутрисемейную валюту монетки. У меня есть такие монетки для казино, мы их используем, когда играем в какие-то настольные игры. Вот. И, в общем, я сгенерировал кучу заданий. Вот. Вот таких. Правда, сейчас я их буду вымачивать в кофе, искусственно старить, в общем, и повешу на доску, чтобы Леня мог самостоятельно выбирать какие-то задания, делать их, и за этим, получать за это монетки. Ну, а в конце каникул мы эти монетки обменяем не на деньги, но на что-то, в общем, нужное ему. Может быть, какую-то игрушку я закажу по курсу, да, то есть обмена и так далее, и так далее. В общем, посмотрим, что из этого получится. Мне идея кажется классной. Надеюсь, и Лене очень понравится. Собственно, вот я приготовил на противне. У меня тут еще монетки. Сделал кофе. Не знаю где, но где-то я слышал, что так можно их состарить бумагу. Она становится такой более желтоватого цвета. Мы даже одну тестовую я сделал и залил. И вот сейчас мы их зальем. Собственно, буду вымачивать где-то по полчасика. Вот. И посмотрим, к чему это приведет. Но я надеюсь, что... Ой, а у нас там аж два. Я не заметил. Там две бумажки. Ну ладно. Сейчас. Блин, я не уверен, что я смогу подцепить. Окей. Ну, в общем, посмотрим, что получится. Я надеюсь, не, не расплывется все это, что тут перемешалось. Я потом аккуратненько это достану, когда оно станет менее горячим. Потому что я только-только сварил кофе, видите, еще пар идет. Сейчас мы еще остальное будем вымачивать. Вот. И потом оттуда будем доставать. Ой.
Так, ну вот что у нас получилось. Доска с заданиями. Вот. Вот такие вот задания, если их поближе посмотреть. Надеюсь, Лене будет весело. Ну что, уважаемый авантюрист, искатель приключений. Давай же, не называй меня так. Мне Почему? не нравится. Не нравится быть искателем приключений? Почему? Нет, мне не нравится, когда ты меня так называешь. Окей. Какое задание вы выберете на сегодня? Могу ли я вам порекомендовать что-то? Не знаю. Смотрите, у нас Я задание. даже не знаю, не вижу, какие задания. Ну вот же написано. Тут же все написано. Прочитай. 101 километр по беговой дорожке. Да, надо только беговую дорожку смазать. Я лучше 1 километр от школы до дома. Мы можем заменить этот 1 километр на дорожке прогулкой в парк. Давай прогулку. Хорошо. Тогда тебе останется сделать 10 только... отжиманий, 10 приседаний. Да, как у нас называется задание? Утренняя зарядка героя. Чтобы сражаться с драконами и спасать принцесс, каждый герой должен начинать свой день с разминки. Покажи пример истинного авантюриста, начав свой день с зарядки. Получи 50 монет. Это означает, что я буду именно героем. Ну, воображение или свое. Принцессой. Или принцем. А может, я захочу быть варваром? Варвар? Ну и что, варвар тоже может быть героем. Да. В общем, хотел тут рассказать последних, наверное, несколько месяцев. Чувствую, как он там, кризис среднего возраста, экзистенциальный кризис напал. Много думаю о себе, о жизни, вообще о будущем. Чем бы хотел заниматься, что бы хотел делать. В целом жизнь не скажу, что плохо удалась. Все неплохо. И стараюсь радоваться каждому дню. Но, тем не менее, как-то вот чувствую, что в жизни надо что-то менять. Первое, решил попробовать перейти с маек на рубашки. Хотя бы вот такая мелочь. И, конечно, стал, пока еще молодой, чувствовать, что что-то надо менять. И, ну, я недоволен своим внешним видом, конечно. В общем, решил я очередной раз, не скажу, что это уже первый, похудеть. Худел я уже несколько раз. Первый раз я наверное, после школы набрал вес, потому что в школе ты постоянно двигаешься, какой-то спорт, еще что-то. Потом наступают студенческие деньки, и ты сидишь, двигаешься мало. Я так очень мало двигался. Тем более, что учился я заочно, потом работать перешел, и почти сразу это сидячий образ жизни. В общем, все это, конечно, сказывается и не может не сказаться на внешнем виде. И в какой-то момент, ну, я набрал, да, достаточно где-то после 25-6 лет. Вот. И долго мой вес, он колебался между там 95-100 килограммами. Очень долго. Вот. Но в какой-то момент я решил... Да, я помню, когда ребенок родился, я решил, что все, Саш, ребенок родился, надо себя, ну, привести в какой-то порядок. И я, в общем, решил, что да. И тогда я только с этой темой похудения познакомился. Естественно, все возможные ошибки я начал делать. Пошел в зал к тренеру, тренился, питался отвратительно, спал очень плохо. В общем, столько ошибок, ужас. И, естественно, это ни к чему особо не привело. Да, я себя там скинул 5-6 килограмм. Вроде стал себя нормально чувствовать. Мне казалось, что все круто, но потом я переехал в Германию. И опять начал набирать, потому что зала не было, здесь были другие заботы, опять сидячий образ жизни. Питание, естественно, не нормализовано, сон там плюс-минус 6-7 часов. В общем, все плохо было. Второй раз я уже где-то 2 года назад попробовал. Я очень набрал. Я весил 131 килограмм. Ужас. Вообще, как представлю, 131. Хотя, с другой стороны, сейчас не намного лучше.
И тогда я второй раз решил похудеть. И я очень взялся за себя, но взялся чересчур жестко. Я, по-моему, питался что-то там 1400-1800 калорий в день. Сидел на воде, в общем, ужасно. И меня хватило на 4 месяца. Может, чуть больше, да. Я скинул много, 30 килограмм. И сорвался, да, и жутко сорвался. И практически, как вы видите, сейчас все вернул. Не скажу, что было совсем зря, потому что я на эту тему изучил много всего. И вот сейчас я пришел к тому, что я хочу опять похудеть, но уже буду, надеюсь, делать это правильно. Так что, кто меня смотрит, кто видит это видео, вы можете, и если вы останетесь со мной, вы сможете заценить к декабрю, да, я не тороплюсь, теперь я буду делать все правильно. Я думаю, что к декабрю уже будут хорошие результаты. В принципе, я буду отчитываться в каждом видео, то есть за неделю, да, какие-то результаты, но за неделю оно не будет очень больших. Килограмм, может, два. Но я надеюсь, что к декабрю уже будет серьезный результат, там, в десяток 2 килограмм. В общем, что я собираюсь сделать? Во-первых, нормализовать свой сон. Минимум 8 часов, супер важно. Второе, нормализовать, чем я питаюсь. То есть следить за калориями, считать, подсчитывать, заведу дневник питания. Сейчас я размышляю, но я думаю, что я буду питаться примерно на 2100 калорий. И с учетом моего образа жизни, сейчас мне надо примерно 2600. Но опять же, это все очень индивидуально, посмотрим, сработает или нет. Но я думаю, 200 это идеально. И исходить из недельной нормы. Да, то есть сколько 200, это у нас 14700 в месяц. То есть 14700, 15 тысяч максимум в месяц калорий, в месяц, в неделю калорий я должен питаться. Питание. Что касается физических нагрузок. Дело в том, что сейчас мой вес сильно избыточен. И идти, спортзал это не для похудения. Спортзал это для хорошего самочувствия, тонуса мышц, что супер важно. Но пока я этого делать не буду. Буду больше ходить. Желательно постараюсь 10 тысяч шагов в день, 5-10, вот так вот. 10 хорошо, 10 это норма. Получится шагать, буду ходить. Не получится, не буду. Главное придерживаться диеты. И в связи с этим, собственно, для чего я хочу вам показать, собственно, чем я буду питаться. Мой такой типичный завтрак, я уже в прошлый раз, когда я питался, меня он, в принципе, в целом устроил. Единственное, но я как бы веду дневник питания. И, есть люди, которые могут на глаз определять, у меня не получается. Если на глаз, я начинаю себя жутко обманывать, и всегда ем гораздо больше, чем мне кажется. Вот, поэтому все взвешиваем, все меряем, все записываем. У меня, в частности, в телефоне есть дневник питания. Естественно, каждый должен определять для себя сам, сколько и что ему надо. Но у меня вот я где-то 50-55 грамм. Опять же, я сильно не заморачиваюсь, просто, сыплю, там, как 50 на это, останавливаюсь. Так, следующее, что нам надо взвесить, это яйца. Может, он и не для яиц, но, в общем, я беру такой стаканчик, обнуляю, и яйца я взвешиваю в скорлупе. Я не нутрициолог, я не специалист, понятия не имею, правильно ли это нет, но мне кажется, правильно именно так, потому что разница примерно 15-20 грамм на яйцо, и, мне кажется, что те калории, которые пишут, имеются в виду вместе с яичной скорлупой. Получается 177-173, 170-180 грамм. Это, не помню сколько, потом посмотрим. На 3 яйца я наливаю 100 миллилитров молока. Я, в принципе, беру кружку, вот такую, и просто все туда разбиваю.
соль, специи по вкусу. Я немножко соли добавляю, потому что без соли очень пресная... Ой, борщил, пока говорил. Очень пресная получается еда. А так, за счет омлета, за счет того, что я его солю, получается, ну, в целом, съедобно. Ставлю на 3 минуты. И, в принципе, жду. Просто добавим кипяточка. Вот. Даже многовато, если честно. Вот. Теперь перемешать. И накрыть тарелочкой. В принципе, все основное время ожидания идет, пока заваривается, я не знаю, как это сказать, пока готовится овсяная каша. Как только она будет готова, добавим туда омлет, и все, и мы молодцы. И можно кушать. Сверху немножечко красной рыбы, и супер. Завтрак чемпиона готов. Так, ну что, магия монтажа. Снимаем, смотрим, что у нас тут интересного. Овсянка выглядит неплохо. Конечно, это дело вкуса. Кто-то скажет, фу, какая гадость. И да, для него возможно. Мне лично нравится. Я нашел для себя такой способ завтракать, который удовлетворяет мои нужды. И я в течение долгого времени вообще не чувствую голода. Я знаю, что это примерно там 600-900 калорий, в зависимости от того, беру я красную рыбу или нет. И для меня это круто работает. Вот. И я не призываю вас так питаться ни в коем разе. Просто показываю лично мой завтрак. Возможно, сейчас меня возненавидят кофеманы, потому что я пью просто как мне вкусно, а не как правильно. И это уже не кофе, это молочная каша. По-моему, не помню, кто-то говорил. То ли итальянцы, то ли англичане. Хотя что знают англичане в кофе. Вот. Тем не менее, вот такой завтрак чемпиона. Ну или просто мой, как минимум. Ах да, чуть не забыл. Не забываем все записывать в свой дневник питания. Чем я сейчас и займусь. Удобно, что когда питаешься одинаково, то у тебя уже все забито. Мне просто, по сути, нужно подскорректировать вес. Потому что там есть всегда небольшие отличия. И сохранить. И так получилось 928 калорий. Приятного аппетита! Так, ну что, мы идем документы подавать, да, через почту. Я, кстати, посмотрел там документы, в общем, из 67 страниц нужных оказалось 12, остальное макулатура. Вот, взял ее, так что сейчас подам на открытие банковского счета, а потом мы зайдем в парк, немножко с Леней погуляем. И потом домой опять работать. Сейчас смешная ситуация такая была. Пришел на почту, даю свой Aufenthaltstitel. Она такая смотрит, говорит, так нужен же паспорт. Я такой, блин. Думаю, ну ладно, вечером приду. А потом такой, второй раз, блин, мой паспорт до сих пор в филиппинском посольстве, я еще за ним не ездил. И поеду только на следующей неделе. Ну, придется подождать. Хотя ситуация, конечно, забавная. Вот, ну ничего. Через неделю буду возвращаться. Зайду на почту, да подам сразу. Ну вот, мы пришли в парк. Такой вот у нас. Там фонтаны, водопадики искусственные. Там озеро. И потом дальше сходим. Там где-то уточки есть. Они здесь круглый год живут. Здесь даже специальное объявление есть, что, мол, не кормите уток хлебом, потому что им нельзя. То есть либо корм специальный, либо, не помню, если честно, вроде капустой можно кормить. Классный такой парк посреди города. Не очень большой, естественно, но очень прикольный. Ну-ка. Паук, паук, паук. Короче, как, я твой друг, и ты мой друг, и мой друг друг, и друг друг друг. Ладно. На ту штуку. О, там следующий спутал. Потому что это следующий. Тут надо тоже баланс.
Вот там наверху у нас еще один фонтанчик. А самое главное, смотрите, кто у нас тут есть. Уточки. Они ходят, собирают. Вон, видите, их целая куча. Они тут постоянно тусуются. Кряки. Гуси кушают. Они не траву, мне кажется, а может и траву. Нет, они... Вот есть еще вот такие уточки, вон они сцепились. Смотрите, смотрите, смотрите. Селезень, а? О, драка за самочку. Кряки. Да, вода здесь, конечно, гонится искусственным образом. Здесь я пару раз видел, как вода, естественно, останавливалась, но подача идет. И такое вот приятное место. Вот там вот наверху у нас садик, кстати, в который мы ходили. Очень классный. А вон у нас Леня. Леня! А вот и объявление о том, что уток хлебом кормить нельзя. Найдется 100% хулиган, который закрасит это все дело и скажет... Да, хулиганы они... Даже можно. Либо А вот там у нас... скажет обидные слова на этих. Обидные слова. А вон у нас там озерцо, мы сейчас попробуем к нему спуститься. Лень, смотри, а тут тропинка, пойдемте по тропинке посмотрим. Смотрите, какие холмы там, перепад высоты. Туда, кстати, там сверху тоже-то можно оттуда посмотреть все. Тут у нас вот такой вот амфитеатр. Подержи-ка куртку, чтобы не испачкалась водой. Ну давай. Ты что, в воду решил нырнуть? Нет, я не нырну. Не, пожалуйста, не надо. Какой нырну? Я вылезаю туда. Лень, Не оттуда, а отсюда. есть мнение, что это как-то не очень хорошо закончится. Почему? Ну пробуй, ладно, почему бы и нет. Пробуй. Я это уже делал. Да. 12 раз. Ага. Ну-ну, 12 раз он это делал. Давай. Кусочек. Он большой очень. Да ну, и что? Я вытащил, все. Лень, мы домой их не понесем. Сразу реши, где ты их вернешь на место. Давай ты их на место положишь. Ну эти два я туда положу, а этот кину Да, сюда. хорошо, давай кидай. Пускай потом. Кидай. Почему сейчас? Хочу заснять. Бом. Как Оп. же, как же это? Ну повернись. Помаши ручкой тогда уж. Последние дни нас радует хорошей погодой. И, если честно, сегодня хочу взять дрон и сходить немножечко показать вам город сверху. Хотел вам показать вот это красивое место, одно из моих любимых возле города. Здесь много таких проселочных дорожек, которые люди используют для езды на велосипедах, для прогулок. Здесь даже лавочка оборудована, она, к сожалению, сейчас занята, потому что люди активно всегда гуляют. И я бы хотел вам показать вот это классное место, мне очень нравится. Здесь протекает река, она специально сделана, чтобы такие камни и все остальное. В общем, хотел с вами поделиться.
хотел бы отметить такую штуку, что вот хорошая погода наступила, и все, люди здесь гуляют всех возрастов, то есть бабушки, дедушки, парочки. Они постоянно, в общем, много гуляют, ездят на велосипедах, с колясками, с детьми. В общем, пока иду свой маршрут, вот один из такой легенький, давно не ходил, где-то тысяч на 15-20 шагов. Постоянно люди, поскольку снимать, в общем-то, людей здесь нельзя, приходится постоянно так это посматривать по сторонам. Вот. И это круто. На самом деле ты проникаешься всем этим, и тоже хочется двигаться, быть активным. Движение и жизнь. Хотел вам показать вот такое крутое граффити. Оно здесь уже много лет. Это Леон Бергер. Леон Бергер был выведен в Леонберге. Значит, он подобный льву. Вот. И, как видите, такие вот черные полоски — это закос под старую архитектуру города. То есть, если вы будете даже идти возле моего дома, там, или в старом городе, здесь очень много таких домов, снятых, ну, в такой достаточно построенных, то есть старые, да, действительно старые, то есть там 1400 года постройки. И вот здесь сделано такое граффити. Вот я каждый раз, когда хожу по своему маршруту, смотрю на него, думаю, ну до чего же классно нарисовано. Вообще граффити тут периодически встречается, именно такое, знаете, как вид искусства, да, то есть не какие-то там надписи непонятные, тут они тоже есть, конечно, вот, а вот такие прям, на мой взгляд, шедевры. Ой, я забыл, тут, оказывается, и с другой стороны еще есть вот такой красивый рисунок. И там даже подпись автора, я так понимаю. Ну, не знаю. Вроде ничего такого, но колорит свой добавляет. И каждый раз идешь, и взгляд цепляется. И по мне классно. Мне очень нравится. В общем, такой заборчик. И стоит дружище, не шевелится, смотрит. Смотрите, гусь. Нет, я просто мимо шел фермы, ну там понятно. Там где-то. А тут, короче, я даже не знаю, что это такое. Это вроде как и не назовешь каким-то специализированным местом для их выгула. И такой месье гусь. Га-га-га. Нет, игнорит. Аристократ, походу. Там вон куры ходят. Прикольно. Вообще немецкие дачи, конечно, очень интересные. Здесь, поскольку нельзя, ну, как бы, жилые дома, хотя вот что-то подобное, видите, есть. Вот. Как правило, сюда просто приезжают, ну, типа днем приехал, вечером уехал. Иногда вот грядочки есть. В общем, люди везде люди, ничем не отличаются. Хотя, на удивление, домик прикольный. Маленький, но прикольный. У нас скоро будут выходные, потому что Пасха католическая приближается. И хотел поснимать в магазине, показать ассортимент. Вот. Но очень тяжело, чтобы люди не попадали на камеру, потому что, ну, короче, сегодня какой-то аншлаг, естественно, последний день. Сейчас пойду попробую вам пасхальных зайцев показать, яйца и все остальное. Так, ну вот у нас всякие пасхальные штуки. Тут даже есть, видите, веганские. Вот. Зайцы. Вообще, в принципе, вся вот эта вот, вся такая вставка, это будут яйца и прочее. Шоколадные и разные-разные. Кстати, тут с пасхальными зайцами такая история. Компания, которая их выпускает, сказала, что в некоторых из них, как в шоколадках и Ливонке, будут спрятаны деньги. Так что посмотрим. Может, тоже пару купим, попробуем поискать. Тоже думаю взять яйца. Мы хоть не особо-то празднуем, но это интересная традиция. В общем, думаю раскидать яйца по дому, а потом вместе с Леней, чтобы мы их, ну точнее, чтобы он их поискал. Немножко веселья
Так что обязательно так и сделаю. В общем, короче, я тут взял всего понемногу. Взял вот такие яйца. Типа вафля снизу, сверху какой-то глазурью покрыто. Потом у нас вот такое яйцо есть от Ferrero Rocher. Потом есть Kinder Frosch Maxi. Несколько маленьких. И есть у нас еще заяц. Обязательно зайца возьмем. Вот такой. Леня, правда, этот шоколад не очень ест. И это проблема. Да, а мне нельзя, потому что я худею. Но я думаю, что мы просто найдем, а они будут лежать, мы их растянем там, на месяц, два, три. Сегодня Ленечка собирал свои трофеи, яйца пасхальные, зайца. Я, к сожалению, не снимал, у меня дома, как обычно, не очень прибрано. Но сейчас он придет и покажет вам свои трофеи. Да, я уже изначально пошел. Покажи зрителям. Я уже изначально пошел, и вот все мои пасхальные зайцы. Давай, их настолько много, что я их боюсь выронить. покажи, что тут так, у тебя. Вот это Kinder, это пасхальные яйца Линда. Я, кстати, видел сегодня рекламу с этими пасхальными яйцами. Это в них деньги прячут? Нет, вот этот колокольчик надо нажать, и произойдет что-то чудесное. Нажать? Ничего чудесного не происходит. Ну ладно. Но это просто были в рекламе так. Вот такой Kinder большой. Так, это еще вот такой что-то типа Киндера, но там другие более вкусные сладости. Это точно? Да. Давай откроем сейчас, покажем. Давай. А тут еще вот такой пасхальный заяц и пасхальный заяц от Фрау Финцер. Вот такой. Даже не один, а он два. На, открывай, показывай. Распаковка. Ну не подходи так близко. Наоборот, чуть дальше отойди. Вот, смотрите, что так там. оно шоколадное. А. Большое шоколадное яйцо. Вот. А я думаю, там внутри мелких. Нет, там нету внутри мелких. Нету мелких? Да, там реально нету мелких. Давай возьмем вот такую красивую тарелочку. Аккуратненько. Я просто не слышу, если вот так. Ну, аккуратненько раскрывай. Да, там нету мелких. Она Ничего. просто Просто шоколад. Ничего, никаких подарков. А были такие надежды, да? Да. Это будем скрывать? Да, там 100% есть подарок. Давай, скрывай. Я уже даже слышу. Вот и какой-то рандомный подарок. У меня еще одна есть красивая тарелочка. Боже, какое огромное яйцо. Так, оно плавится и дыщ. Ой, там я проделал огромную дырку. О, вот это, да! Показывай на камеру, а я покажу. Вот посмотрите, какая гигант. Боже, он плохо открывается. Ну давай вставляй, покажи. Вот сюда надо вставить гитару. Боже. А можно еще другую гитару поставить? Ой. Вот две гитары. И он будет вот так. Хоть я не католик, но это прикольная традиция, которая приносит ребенку много радости. А счастливый ребенок, счастливый отец. Спасибо. Пока-пока.